Так уж сложилась ее судьба, что родила она своего первенца, будучи незамужней. Не было в жизни Надежды ни большой любви, ни свадьбы с белой фатой, ни шикарного лимузина. А когда ее с сыном выписывали из родильного дома, его отец благополучно испарился из их жизни. Он ушел, не увидев даже собственного ребенка. В первое время женщине было невыносимо трудно и физически, и морально, и материально. Жить приходилось по-всякому, и в комнате общежития, и в коммуналке, и у знакомых в маленькой каморке. С деньгами тоже было очень туго, перебивалась случайными подработками, считала каждую копейку. Но в один прекрасный момент, когда Алёшка немного подрос, Надя нашла неплохую работу, и жить стало немного легче. А когда сыну исполнилось 3 года, за ней начал ухаживать Валерий. Надя долго думать не стала и дала согласие. Она вышла замуж, как ей тогда казалось, за очень хорошего человека. У мужа был свой большой и просторный дом в деревне, доставшийся ему от родителей, где он жил совсем один, поэтому Надя вошла в этот дом полноправной хозяйкой. К Алёшке отчим относился очень хорошо и ничуть не смущался, что мальчик теперь живет в его доме. Но все изменилось, когда Надя родила еще одного сына, их общего с Валерием. В малыше отец души не чаял, это был его единственный и довольно поздний ребенок. Вот тогда мужчину словно подменили. Всю свою любовь и заботу он отдавал родному сыну, маленькому Андрею, а к Алёшке стал относиться не просто холодно, а с презрением и ненавистью. За любую шалость или провинность ругал его, а иногда даже наказывал, стал поднимать руку. Надежде он запрещал вмешиваться в процесс мужского воспитания. Алёшке в последнее время часто доставалось даже ремнем. А Надя смотрела на это все и знала, что возразить нельзя. Пару раз она пыталась защитить сына, закрыв его собой, но получала мощный отпор. Валерий пригрозил ей расправой, и она понимала, что муж сдержит свое слово. В последнее время он показал ей свое истинное лицо, жестокого и грубого человека. С огромным трудом Надя решилась подать на развод. Когда она объявила об этом мужу, он избил ее и пригрозил, что выгонит из дома вместе с ее маленьким приблудком, а Андрея оставит себе. Да и вообще, если она попытается уйти, то сына ей больше никогда не увидеть. Женщине пришлось смириться. Она обдумывала и крутила в голове разные варианты, как противостоять мужу, но пока ничего не могла придумать. Тем временем Валерию казалось, что главная помеха его семейного счастья и благополучия – это маленький 5-летний мальчик. Если бы не он, как бы счастливо они жили втроем в большом доме. Алёшка раздражал его все больше и больше, и он решил любыми путями избавиться от мальчишки. Если бы Надя только знала, что задумал ее муж. Убить мальчика он не мог, поэтому решил отвезти ребенка в лес и оставить там. Обратную тропу ребенок найти не сможет, завести подальше за старое болото, чтобы точно дороги не нашел. А там уж голод и лесные звери сделают все дело за него. Надо только дождаться удобного случая. И такой случай представился. Надя повезла Андрея на осмотр к врачу, а значит, ее не будет до самого вечера. Валерий это знал, потому что автобус в их деревню ходил только 2 раза в день, утром и вечером. У него на осуществление плана был почти целый день. Зная любовь пасынка к природе и всему живому, он предложил мальчику совершить поход в лес, покормить белок. Глаза ребенка загорелись, конечно же, он был согласен. Оделись, взяли с собой немного еды и воды, и Валерий повел ребенка в лес, через огород, чтобы никто из местных не заметил. Их дом стоял на самом краю деревни, и до леса было недалеко. Местные по тем болотистым местам ходили редко, на это и был расчет мужчины. Они шли вдоль болота уже достаточно долго и вышли на заросшее мхом место. Попробовав мох на прочность, Валерий понял, что именно в этом месте можно идти через болото. Пройдя довольно большое расстояние, они оказались на плотной земле. Впереди был густой лес, в который они и направились. «Привал», — объявил мужчина, и мальчишка устало опустился на землю. Алёшка никак не мог понять, куда же подевались все белки и почему они так долго идут по болоту. После того, как мальчик покушал и выпил горячего чая из термоса, его сморило, и он уснул прямо на мягкой траве.
Посмотрев последний раз на спящего ребенка, отчим отправился в обратный путь. Дома он встретил жену и сообщил, что произошло ужасное. Пока он был занят делами, мальчишка исчез, и он не может его нигде найти. Были подняты все деревенские жители, искали везде, но никто не мог даже подумать, что 5-летний мальчик ушел в лес. Валерий при этом принимал самое активное участие в поисках пасынка. Алёшка проснулся один в густом лесу. Сначала он ничего не понял, ему казалось, что отчим где-то рядом. Он стал его звать, но тот не отзывался. Потом он долго кричал и плакал, но лес по-прежнему хранил тишину. Мальчишке стало очень страшно, и он еще глубже забился под дерево, под которым спал до этого. Надвигалась ночь. Свернувшись калачиком, мальчик все-таки уснул. Сквозь сон ему показалось, что мама укрыла его теплым шерстяным одеялом и поцеловала нежно в щечку. Утром, когда Алёшка открыл глаза, рядом с собой он увидел большую серую собаку. Вот кто всю ночь его согревал. 5-летний малыш не понимал, что это не собака, а серый лесной хищник. Это была старая волчица. Она уже давно жила одна, отдельно от стаи, и потомства не приносила. Но она хорошо помнила, как пахнут молоком маленькие дети, так же, как этот человеческий детеныш. Мальчик обхватил шею волчицы и сказал: «Собачка, отведи меня, пожалуйста, домой. Ты же точно знаешь дорогу к моей маме». Он осторожно прижался к ней всем телом, и она потихоньку повела его в сторону деревни. Надя второй день сидела у окна и, не отрываясь, смотрела в одну точку. Она почернела от горя и неизвестности. Ее ребенка так до сих пор и не нашли. Теперь этим занимались правоохранительные органы. Вдруг она увидела, как за огородом показалась огромная серая собака, а рядом с ней мальчик. Надя выскочила во двор и побежала навстречу волчице. Ничего не понимающий Валерий бросился следом за женой. Волчица остановилась в нескольких метрах от Надежды. «Мама!» – радостно закричал Алёшка и кинулся в объятия женщины. А в это самое время волчица и Валерий смотрели в глаза друг другу. Он все понял, и она тоже. В этот самый момент волчица вцепилась в руку мужчины. Он взвыл от страшной боли. Но она не хотела его убивать. Если бы хотела, то ее челюсти сомкнулись бы на его горле. На крики сбежались соседи. При всех Валерий признался в своем злодеянии, а потом на суде получил огромный срок. После этого случая старую волчицу стали часто видеть недалеко от деревни. Она приходила к Надежде и ее сыновьям, они подкармливали ее, спасали от голода в благодарность за спасение мальчика. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.